Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкыма своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Только туристов. Такие вот дела у нас. Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики. Вещаю вам из солнечного Мерсина со своей кухни. У меня на кухне сегодня была такая муза перемыть посуду руками. Смотрите, сколько посуды. Перемыла, машинка крутится, мужа накормила. Сейчас покажу, чем я занимаюсь в субботний вечер. Вы знаете, всю неделю, с понедельника по пятницу, я всегда выхожу из дома куда-то. А субботу-воскресенье я люблю побыть дома. Вот никуда не торопиться, а побыть дома, привести что-то в порядок, убраться. И на это у меня есть время. То вебинары, то тренировки, то зумба, то море, то встречи. А субботу я посвящаю себе и моему любимому дому. Очень люблю этот дом, потому что в нем я спокойна. Почему я так вспотела? Потому что я только что помыла окно. Вчера вечером мы жарили рыбу. Я люблю очень возиться. Конечно, мне надо убирать наши дорожки, ковры, все это мыть. Но сегодня я этим заниматься точно не буду, потому что у меня другие дела. Я сейчас вам покажу их. Сегодня я решила приготовить сарму. Сарма — это голубцы турецкие, по турецкому рецепту. Тут из пасты. Паста — это томатная паста перцовая. И это даже помидоры не добавила, чтобы были чисто турецкие голубцы, сарма. Вот эти листья мне привезла Абла, когда была в последний раз с моей свекровушкой. Вот, посмотрите. Я их сначала промыла в воде. Почему? Потому что они же брызгают лекарством, родители. Почему брызгают лекарством? Потому что все жрут. Это мошка, муравьи, не знаю, какие-то жуки. Все живое кушают, как съели мой цветок. Покажу сейчас, в каком состоянии. И вот, сейчас это чуть-чуть остынет, и я буду заниматься этим. А эти цветочки вчера мой Ашкимчик подарил. У меня каждый день цветы. Одни уходят, другие приходят. Боже мой, вы знаете, девчонки, чудеса происходят. Не знаю, поделюсь я с вами секретом, если попросите меня. Вот, смотрите. Я позавчера готовила горошек. Вот сколько осталось. Сейчас неожиданно мой муж пришел, захотел покушать. И я его очень вкусно и сыто накормила. Вот посмотрите, что у меня творится на балконе. Вот посмотрите, какой бардак у меня на балконе от моих попугаев. Каждый день одно и то же. И я сейчас хочу помыть балкон. Думала, что Ашким завтра помоет. Он работает по субботам. Но я не знаю, если у меня очень есть много дел, связанных с шитьем. Вот стирка, постельное белье поменяла, тоже стирается. Голубцы надо накрутить. А вот эти вот два молодых человека, человек и девушка, надеюсь, что она девушка, у них тоже яйца есть. Смотрите, как они любят яйца. Тут разбросано так все. Бардак, такие грязнули, все бросают сюда. И я уже подмела один раз. Это второй раз надо. Что у меня здесь? Это у меня ткемали грузинская. Вы, наверное, видели у меня на столе зеленые такие сливы. И я думаю, их никто не кушает. У меня было еще 5 красных. У меня сухая кинза была. Укроп был, чеснок, перец. И я приготовила такую ткемаль. Она сейчас остывает, я ее уже в баночку и все. Здесь что? Здесь только что я завернула оставшиеся листья, да? И потом зимой я их использую или когда захочу. Это мои перчатки. Это мои карты, которые я раскладываю на каждый день. Этим картам, девочки, этим картам 30 лет, наверное. Вот такие они. Но они все говорят правду. Это каждый день у меня начинается каждое утро с этого разбора. Ну, а это я сейчас уберу. Так, смотрите, цветы в каком у меня состоянии. Мы купили марул. Там я думала, что что-то у меня взрастет.
Ничего не получилось. Так, этот цветок пришел в себя, я так думаю. Это я шью розочки из оставшихся тканей, мои дорогие. Я решила шить розочки, потому что у меня очень много идей, которые я потом с вами поделюсь. Так, этот цветок вот только сейчас начал приходить в себя, посмотрите. Но мне кажется, здесь уже нету этих червей. Вот это все, конечно, надо оторвать. Я займусь этим попозже. Эти что? Как много пьет воды. Вот в каком состоянии. Не знаю, в каком. Нравится. А эти, посмотрите, как порадовали меня. Распустились. И это тоже, да, надо выбрасывать уже. Ну, смотрите, растет. Ну, эти, естественно. Надо вот так убрать и вот так вот посадить. Во. Может, что-то и получится. Вот так разбросать их. Землю должен Ашкем принести, понимаете? Вот землю должен принести Ашкем. А вот это все мы с вами уберем. Которое... Люблю возиться с землей. Просто не знаю как. Очень. Очень люблю возиться с землей. И вот эти надо тоже посадить будет. Вот, может, прорастут. А мне, знаете, как для зелени. Можно и другое что-то сюда, конечно. Ну, чтобы было как-то интересно на балкончике. Привлекательно. Вот таким образом я сейчас это уберу. А вот эти цветочки, которые остались, я их высушу. И потом я их рассажу. Не подсохнут чуть-чуть. Вот. Эти можно уже так пробросать. Ой, как я обожаю этим заниматься. Ну, в общем, друзья мои, с этим все понятно. Сейчас я эти выброшу. А эти положу сюда, пускай посохнут. Гвоздика моя не проросла. Марул тоже не пророс. Гвоздика моя испортилась, да. Это тоже надо выбросить. Что-то прижилось, что-то не прижилось. Тут перчик и отломалось все это. Ну вот в таком у меня состоянии мои цветочки. А я пошла работать. Друзья мои, только что я закончила заниматься сармой. 2,5 стакана у меня риса. 4 слоя. Боже, неужели Ашкем пришел? Хотя бы не пришел пока. Но я, в принципе, не боюсь. Сейчас я включаю газ, потому что я же его уже кормила. Вот, сейчас накрою крышкой. Нет, тарелку сначала. Вот так вот я накрою тарелочкой. Тут камень был какой-нибудь надо. Правда, хорошо было бы. Но и закрою крышкой, и будет оно готовиться. Так долго я этим занималась. Боже мой. Не то, что долго. Просто я еще и шорты раскроила мужу, и шила тут. И стирка у меня была. Весь день, как белка в колесе. Но так приятно, что никто на нервы не действует рядом. Никто ничего не говорит. Ой, девочки, мальчики, как хорошо. Мне даже не хочется на улицу. У меня сейчас шорты такие с карманами шью мужу. Ой, вам очень понравится, я уверена. Все, пошла я продолжать. Суп хочу приготовить ему все-таки. Мерджимек чорбасы. Всем привет, мои дорогие. Я в воскресенье и в субботу сижу дома. У меня была очень сильная тренировка хит. Когда прыгаешь, бегаешь как сумасшедший. Прыгаешь, ложишься, потом встаешь, штангу подтягиваешь. И я устала. И у меня какие-то дела. Вот видите на мне новый топик. Еще здесь не хватает вот этой розы. Я вчера пошила себе вот эти у меня брючки. Посмотрите. Они такие удобные, как будто я вообще не чувствую ничего у себя на теле. Очень удобный. Такой у меня бардак здесь. Почему? Потому что я до 4:30 краила свои новые брюки. Боже, какие они получаются. С кружевами я делаю. Вот сейчас вот
с карманами возилась. И я 8:30 проснулась, не выспавшаяся. А сейчас я делаю ужин. Даже кушать не хочется. Арбуз поела, кофе выпила и все. Потому что я так хочу это закончить. И на море даже не ходили. А Шкибой целый день со мной дома. Ну, как-то занимается своими делами. Помог мне балконы помыть. Ну, я попылесосила, убрала, как всегда. Постирала. У меня столько глажки. Но это буду все на следующей неделе. Почему я так тороплюсь? Потому что на выходных, на неделю у меня мало времени для этого. Вот. И воскресенье у меня выходной. Поэтому сейчас покажу вам, что я сегодня приготовила на ужин. Сейчас возьму лаваш. Вот мой Ашкем в новом своем костюме. Я ему пошила тоже шорты и майку. Он не снимает. Смотрите, какое у нас мясо красивое. Мясо, супчик у нас есть. И вот мы будем... Айранчик я приготовила. Голубцы, сарма моя. Ему так понравилось. Он говорит, положи на стол. Вот. Лук. Соленья. Там мята, травка своего, с нашего балкона. Супчик такой. Помидорчики. Сарма такая красивая. И очень вкусная. Если хотите, научу вам, пишите, как готовить. Вот и все. Будем сейчас готовить. Готовиться будем ужинать. Завтра освободила. Будем картошку покупать. А там такой беспорядок у меня. Потом покажу, что я шью. Всем привет, мои зрители. Иду на тренировку. Лечу. Девочки, мальчики. Я вчера сделала такую работу. Знаете, что жертвую вот этим прогулками, все, но все это же я видела. Я такие классные брюки себе шью, что ради них стоило бы посидеть. Вот сегодня, видите, я вся в делах. Надо идти трудиться, заниматься своим телом, которое становится каждый день лучше и лучше. Мои дорогие, я такая счастливая, что у меня есть тренировка. Сегодня должна к нам прийти дочь моего мужа. Ну, не знаю, когда. Хотя у меня такой день, я говорю, Ашкам, вот почему в субботу-воскресенье у нас был такой вкусный обед. Тантуни мы делали с мясом и все. Он говорит, они на кофе. Ну, на кофе они так говорят, а нужно их кормить, а мне на тренировке надо. Вы знаете, почему я так отношусь к этому? Может быть, неправильно, когда приходят гости, надо все бросать. Вот я не знаю, посоветуйте. Да, говорит, да, пускай приходят, я не пойду. Так надо? Или не нужно предавать свои идеи, да? Он говорит, иди, говорит, не проблема. Я, говорит, кофе сварю. Знаете, он такой. Он мне никогда не говорит, нет, и все. Это же все зависит от меня. Вот такой вот у меня муж, все понимает. Действительно, все понимает. И говорит, иди, говорит, Ашкан, я сам, говорит, приготовлю. Ну вот. И я иногда думаю, может, я так резка. У меня тренировки. Я не останусь. Но я сколько раз так жертвовала, когда приходила неожиданно его сестра. Вот. Ну, поживем, увидим, как что все будет. Но вот благодаря вот этим тренировкам я выхожу в свет. Почему? Потому что у меня столько идей в голове. Я сейчас после моих брюк белых хочу мужу пошить брюки. Потому что у меня получается уже. Но если бы я этим занималась каждый день, тогда было бы все легко. Меня 500 раз вчера отвлек Ашкин, когда он дома был. И я готовила, и убирала, и стирала. Знаете, шитьем надо заниматься активно, чтобы тебя никто не беспокоил. Вот я могу, допустим, в эти дни выходные делать на неделе, но на неделе у меня не получается делать. Почему? Потому что мне вот надо бежать на тренировки. И я решила посвятить субботу-воскресенье этому дню. И я сделала очень много. Вот, наговорила вам, может, кому-то это не понравится, скажет, что она с нами рассуждает. Но я веду влог о себе, поэтому подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь своими друзьями. А мне надо переходить дорогу. Начинается новый день. Привет, привет всем! Еще раз. Какой у меня золотой муж. Смотрите. Пошел сам на базар.
Я возвращалась с тренировки обалденной. Сейчас открою здесь двери, воздухом наберусь. Почему закрываю? Потому что только я сделаю уборку, и вся пыль залетает в квартиру. Поэтому я стараюсь, когда я ухожу из дома, я закрываю двери. Сейчас надо открыть. О, как прекрасно. Мой Ашкем самостоятельно. Привет еще раз. Как я устала, девчонки. Не хочу снимать шапку, потому что такой бардак у меня на голове. 50 раз потела. И посмотрим, что купил мой Ашкем. Нам нужно было все покупать. Мы столько много кушаем с ним. Вот. Цены, естественно, я не знаю. Смотрите. Зеленый перец. Какие шикарные помидорчики купил мой муж. Девочки, цены не знаю, простите. А это что такое? Поэтому он сказал, убери. Это арбуз без семечек. Так, еще что? О, бананы. Какая вкуснота. Так хочется после тренировки покушать. Девочки, мой Ашкимчик принес мне черешеньку. Ну, Мавич тоже услышал, что я разговариваю. Цены я не могу вам сказать, не знаю. Так, что еще? О боже, 3 кило лука. Действительно, у нас лука не было. Огурцы. Прекрасно. Молодец, мой Ашкым. Мой золотой. Золотой, я не знаю, дорогой мой любимый. Зелень взял. О, Ашкем разошелся. Так. Купил он каванос. Каванос это, знаете что? Банка. Кавун купил 2 штуки. И картошку. Но я ему сказала, Ашкем, кабак мой не купил. Он, ну ладно, обойдусь без кабака. Вот такая распаковочка. Сейчас буду все складывать. О ценах ничего не знаю. Но главное, что я вам показала, что купил мой муж без меня. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.